с 19 главы мы переходим с вами к новому повествованию. Это рассказ о Левите. Здесь опять фигурирует, обратите внимание, некий Левит. О Левите и его наложнице, который, этот рассказ, тесно связан с историей колена Вениаминова, которое чуть было не исчезло из Израиля. Но об этом речь впереди. Пока, скажем так, можно охарактеризовать этот рассказ как описание морального, нравственного упадка и хаоса в Израиле, поскольку жители Гивы Вениаминовой жестоко надругались над наложницей вот этого главного героя, одного из главных героев, да, Левита. Значит, этот рассказ можно разделить на 4 основные части. Первая часть — это 19 глава до 28 стиха. Ее можем прямо назвать «Бесчинство в Гиве Вениаминовой». Вторая часть с 29 стиха 19 главы по 11 стих 20 главы — это подготовка к войне израильтян с коленом Вениаминова и призыв Левита и ответ Израиля на этот призыв. Третья часть с 12 стиха 20 главы по 48 стих — это описание самой войны, войны, можно сказать, гражданской, потому что она происходила между родственными израильскими коленами. И последняя, 4-я часть — это 21 глава, в которой описывается восстановление ситуации, демографической даже, можно даже так сказать, после уже военных действий. Вот. И здесь описано, как израильтяне были вынуждены добывать, в прямом смысле этого слова, жен для оставшихся в живых представителей колена Вениаминова. Так, основное действие происходит в 3-м эпизоде, но все по порядку. Значит, первая часть, 19 глава. Здесь рассказывается о том, что жил некий Левит на горе Ефремовой. То есть опять мы с вами встречаемся с этими топонимами, да, названия местности очень похожи. Гора Ефремова. Там живет Левит. В предыдущей главе Левит тоже там жил, но он был из иудейского города Вифлеема. А здесь же немножечко ситуация противоположная, потому что его наложница, этого Левита, наложница происходит из Вифлеема иудейского. И вот сказано, что наложница поссорилась, ушла от него и вернулась в отчий дом. Хотя на самом деле вот это слово в синодальном тексте «поссорилась», да, в оригинале имеет несколько иное значение. Там слово стоит с корнем «зана», что можно перевести как «она совершила прелюбодеяние» и ушла от своего мужа, от Левита. Но на самом деле это лишь, скажем так, метафора, потому что настоящего прелюбодеяния, измены не было. А вот сам уход наложницы из-за, может быть, какого-то поведения или отношения к ней Левита расценивается здесь как измена. То есть сам уход женщины от своего мужа расценивается как измена. Это традиционное представление в иудейской религии, ветхозаветной в том числе, да, на поведение женщины в семье. То есть муж мог развестись и оставить свою жену, а жена нет. Вот такие были представления. И это считалось изменой, прелюбодеянием. Так вот, в самом начале упоминается вот этот вот глагол, который означает здесь такое скверное поведение, да, и оканчивается ее история этой наложницы оканчивается тоже скверным поведением, но уже жителей города Гивы. Итак, этот Левит решил ее вернуть. Причем он решил поговорить с ней по душам, сказано, от сердца к сердцу. То есть он понимал, видимо, какую-то свою вину в том, что его жена бросила. Вот. И придя к своему тестю, он на несколько дней там задерживается, потому что отец девушки очень рад своему
зятю, и он оставляет его на несколько дней. Они пируют, они трапезничают вместе. И каждый день левит хочет вернуться домой, а отец девушки оставляет его еще на одну ночь и еще на один день. Так проходит 5 дней. На 5-й день левит уже просто не выдерживает этого навязчивого гостеприимства со стороны отца девушки. И в полдень он решает уйти из Вифлеема. А путь все-таки не близкий, хотя если бы он ушел раньше, там, рано утром, то он бы к вечеру пришел к себе домой. Но поскольку он ушел днем, то есть он, с одной стороны, промедлил, а с другой стороны, не послушался отца девушки, который снова его оставлял ночевать и на утро предлагал пойти домой, он был вынужден в пути искать место пристанища для ночлега. Итак, они идут в Ефремово колено на север и проходят мимо города Иевуса. Это будущий город Иерусалим. Слуги предлагают левиту остановиться здесь на ночлег, потому что день уже клонился к закату. И в ответ на просьбу своего слуги левит отвечает: «Нет, не пойдем в город иноплеменников, которые не из сынов Израилев, но дойдем до Гивы». И обратите внимание, что левит в этот момент как бы не доверяет иноплеменникам. И вот это было роковой его ошибкой, потому что он, проходя мимо Иевуса, был вынужден действительно остановиться в Гиве среди своих соплеменников израильтян, но именно там он и подвергся практически смертельной опасности. Итак, когда они дошли уже до Гивы, то, войдя в город, видимо, на площади перед воротами, остановились и ждали, когда их пригласят. Но никто их не приглашал, хотя у них было 2 осла, нагруженных массой всякого имущества. То есть это было понятно, что они не обременят хозяина. То есть у них было все свое, им нужно было просто предоставить место для ночлега. Никто к ним так и не подошел, и уже после захода солнца практически к ним подошел один старик, какой-то старец, который, сказано, был сам из Ефремова колена, с Нагорья Ефремова, а не отсюда родом. Здесь он просто временно жил. И вот он-то и пригласил, по сути, своего земляка к себе на ночлег. И этот человек предстает здесь таким, знаете, образцом гостеприимного хозяина. Он угощает левита, он дает ему, то есть несмотря на то, что у левита все есть, он все свое ему дает. Да? И только они, казалось бы, собрались поужинать, повеселиться, отдохнуть вместе, в этот момент в двери дома стали стучать. Около дверей дома собрались, как сказано в тексте, никчемные люди. Эти люди развратные, окружили дом и стали стучаться и просить, чтобы хозяин дома вывел к ним того, то есть именно мужчину, кто сейчас находится в его доме. То есть мы с вами здесь сталкиваемся с тем, с чем некогда столкнулся Лот, племянник Авраама, в городе Содом, да? Когда они были в Содоме, и за что эти города Содом и Гоморра были уничтожены, мы тоже прекрасно знаем. Вот нечто подобное было и в Гиве Вениаминовой. Таким образом, левит, уйдя от иноплеменников в Иевусе, оказался, по сути, среди своих соплеменников в самом настоящем Содоме. Когда хозяин, столкнувшись, он испугался за своего гостя, и он стал следовать правилам гостеприимства вот так, как он их понимал. Он предложил вместо мужчины 2 женщин. Он говорит: у меня есть девица-дочь, а у гостя есть наложница. Вот их возьмите, а его не трогайте. То есть мужчина, понятно, это более высокий статус в обществе, да, он обладал правами, женщина нет, поэтому хозяин, можно сказать, даже не обращает внимания на женщин, да, на то, что с ними могут сделать.
И посмотрите, Левит не возражает. Левит не возражает. Он не готов пожертвовать своей жизнью. Нет. Более того, он сам выталкивает за дверь свою наложницу и закрывает за нею дверь. Слава Богу, скажем так, мы избавлены от всех подробностей вот этого жестокого обращения с этой наложницей. Здесь просто сказано, что они ругались над нею всю ночь до утра и бросили ее при появлении зари. И она, сказано, пришла к дому, упала у дверей дома того человека, у которого был господин ее, то есть муж ее, и лежала так до рассвета, с руками, положенными на порог двери. Она не могла даже ни покричать, у нее не было сил, да, ни постучать в дверь. Она добралась до дома и упала без сил. Но обратите внимание, что на поведение этого левита, ее господина. Сказано, господин ее встал поутру. Это что значит? Что он, выпустив ее вот этим свирепым, значит, разъяренным жителям Гивы, сам лег спокойно спать и проспал до утра, не проявив ни малейшей заботы о той, да, которая была его наложницей, ну, то есть законной, по сути, законной женой, естественно. И когда он открыл двери, он увидел, что наложница лежит у дверей дома, руки ее на пороге. Он ей сказал, обратите внимание на холодность его обращения, на черствость даже, какую-то жесткость. Он просто ей сказал, вставай, пойдем. То есть, а он видит, что она без чувств, она без сознания, она покалечена, и он просто ей обращается и говорит, вставай, пойдем. Но, сказано, ответа не было. И здесь, обратите внимание, в синодальном тексте вставка из Септуагинты, потому что она умерла. Но в еврейском тексте, в оригинале, этой вставки нет, и поэтому в рассказе сохраняется, ну, знаете, такое двойственное ощущение, жива она или мертва. Может, она просто без сознания и не умерла. Тогда он взял, положил ее на своего осла, привез к себе домой, и что он делает? Он ее разрубает на много частей. Он ее расчленяет. То есть это страшная история, это действительно очень страшная история. Но здесь ведь, обратите внимание, не сказано, что в еврейском тексте так и не сказано, что она умерла. И непонятно, то ли она умерла от издевательств гивитян, то ли она умерла от вот такой небрежности со стороны своего так называемого мужа. Вот, то есть абсолютная черствость, холодность с его стороны. И вот эта сцена, когда он ее разрезает на части и посылает эти части по всему Израилю, она является, по сути, продолжением, да, вот такого отношения к ней с его стороны. И когда эти части ее были посланы во все 12 колен Израилевых, то всякий, видевший это, говорил, не видано, не бывало подобного сему от дня исшествия сынов Израилев из Египта. То есть, чего не бывало? То есть мы здесь опять же сталкиваемся с какой-то двусмысленностью. То ли того, что сотворили жители Гивы, то ли того, что сотворил сам вот этот левит со своей наложницей. И сделал он это, конечно, для одной цели. Он призвал израильтян к отмщению вениамитян. Итак, второй эпизод этого повествования, в котором левит призывает Израиль к отмщению, тоже имеет такие, знаете, несколько подтекстов двусмысленных. Почему? Потому что мы, по крайней мере, осведомлены о том, как развивалась ситуация в 19 главе.
Что же говорит левит, когда к нему собрался, сказано, весь Израиль, все общество, обратите внимание, от Дана до Версавии, и даже Галаадская земля, то есть заиорданская часть Израиля тоже собралась на призыв к этому левиту. То есть призыв левита вызывает такой ответ, который во много раз превосходит все, что было достигнуто судьями, спасителями древнего Израиля, которые были призваны самим Ягве, Господом Богом Израилем для спасения там тех или иных колен. То есть здесь какой-то левит, один левит, созывает сразу весь Израиль. Ни одному судье до этого в рассказе книги Судей не удавалось сделать ничего подобного. Что мы видим дальше? Левит рассказывает историю, немножечко изменяя ее, а лучше даже сказать искажая. Потому что он ни слова не говорит о том, что он, по сути, был виновником смерти своей наложницы. Впечатление даже складывается такое, что жители Гивы напали, он как бы побежал куда-то, может быть, пытался спастись с бегством, и вот они схватили наложницу и издевались над ней, потом ему удалось забрать ее тело, и вот он разослал, часть ее тела израильтянам. В итоге мы понимаем, что весь Израиль верит, по сути, верит человеку с какими-то сомнительными нравственными принципами, вот, и принимает решение судьбоносное. Весь Израиль решает пойти войной против колена Вениаминова. Это уже третья часть данного повествования. Итак, третья часть начинается с 12 стиха 20 главы, где описывается решение, скажем так, исполнение решения, принятого всеми израильтянами, единодушно сказано, не расходиться по своим домам, пока они не отомстят жителям Гивы за содеянное. Но для начала израильтяне решили попытаться договориться, скажем так. То есть они посылают в Гиву своих людей с просьбой выдать им вот этих гнусных развратников, которые сотворили вот это мерзкое дело. И в этот момент, да, они говорят, что мы их убьем и искореним таким образом зло из Израиля. Но жители Гивы, представители колена Вениаминова, не послушались голоса братьев своих, сказано. То есть они не стали выдавать преступников. Таким образом, все колено тогда действительно выглядит в глазах читателя, да и в глазах вот тех израильтян, да, как колено преступное, которое следует просто-напросто уничтожить. И тогда начинается уже подготовка к военным действиям. Израильтяне сначала идут, сказано, в Дом Божий, то есть в святилище, в Мицпе или Массифа, здесь в синодальном тексте. Это не та Массифа, которая находилась за Иорданом, это Массифа, находившаяся недалеко от Гивы, на самом деле, и от города Рамы, где впоследствии будет нести свое служение пророк Самуил. Так вот, в это время, видимо, в Массифе было общеизраильское святилище, где израильтяне вопрошают Господа, что им делать, и кто первый из них должен пойти войною на Вениамин. Господь им отвечает: Иуда пойдет первым. Таким образом, мы понимаем, что логика в этом совершенно очевидная. Дело в том, что наложница, девушка, была из колена Иудова, и представителям колена Иудова следует идти первым войной для отмщения их теперь уже врагам. На самом деле здесь представлена ситуация парадоксальная, потому что израильтяне объявляют священную войну против одного из израильских колен. И эта война ведется с такой тщательностью и подготавливается с такой решительностью, что описание вот этой подготовки
превосходит значительно все свидетельства военных действий израильтян против ханаанеев, описанных в предыдущих главах книги Судей. То есть израильтяне, когда воевали против жителей Ханаана, они готовились к этому не так тщательно, как теперь. И когда первый отряд, во главе с иудеями выступил войною, то они были поражены. Победа оказалась на стороне колена Вениаминова. Тогда израильтяне заплакали и вновь вернулись в святилище, в Дом Божий, стали вопрошать Господа. Плакали до вечера и спрашивали, вступать ли нам еще в сражение с сынами Вениамина, брата нашего. Обратите внимание, здесь уже нотки примирения звучат. То есть израильтяне уже не настолько, скажем так, готовы, как в самом начале, продолжать военные действия. Но Господь сказал, идите против него. Они вновь выступают военным отрядом, опять начинается сражение, и воины из колена Вениаминова опять поражают израильтян. Израильтяне не только уже теперь плачут в Доме Божьем, но они приносят жертвы, всесожжения, мирные жертвы. И вновь спрашивают Господа о последующих действиях. Тогда Господь сказал им, идите, ибо я завтра предам его, Вениамина, в ваши руки. И действительно, лишь третья попытка оказалась удачной. Израильтяне поразили практически полностью колено Вениаминова, истребив всех его представителей. И лишь 600 воинам удалось спастись бегством. Они укрылись, сказано, в какой-то пещере. И после этого израильтяне столкнулись с другой проблемой. Поскольку они все дружно поклялись, что не отдадут своих дочерей замуж, в жены, за представителей колена Вениаминова, то в итоге колено должно просто-напросто исчезнуть из Израиля. Потому что мужчин осталось 600 человек из всего колена, а женщины все истреблены. И своих дочерей они отдать не могут в жены, потому что поклялись пред Богом. Нарушать клятву они боятся. Это тема следующего, 4-го эпизода. Чтобы подытожить, скажем так, этот третий эпизод, поскольку он является основным, мы можем сказать, что главная идея, богословская идея этого рассказа заключается в том, что поскольку это священная война, то возглавил ее действительно сам Яхве, Господь Бог Израиля. Но Он так, скажем так, распределяет победу и поражение, что наказание колену Вениаминову со стороны прочих израильтян служит поводом для наказания самих израильтян со стороны Господа. То есть мы видим, что здесь наказываются не только вениамитяне, а и сами израильтяне, весь прочий Израиль, будучи побеждены несколько раз от колена Вениаминова. И в итоге мы понимаем, что виноватыми во всей этой обстановке, во всем этом хаосе оказываются не только жители Гивы и колена Вениаминова. Нет, оказываются виноватыми все израильтяне, абсолютно весь Израиль. И в этом рассказе, то есть была опасность или угроза, скажем так, что Израиль потеряет целостность свою. То есть одно из колен может просто исчезнуть, и в таком случае Израиль даже, можно сказать, прекратит быть народом Божьим, потому что он народ Божий в своей совокупности, в своей цельности, состоящий из 12 израильских колен. И тогда в 4-м эпизоде, это 21 глава
книги Судей, последняя глава, описывается решение, которое приняли старейшины Израилевы с той целью, чтобы спасти положение, чтобы спасти от исчезновения одной из колен. Значит, решение было таким. Здесь мы можем наблюдать, скажем так, совокупность, с одной стороны, казуистики даже в определенном смысле и хитрости с желанием обойти клятву, не нарушив ее. Что они делают? Они узнают, все ли израильтяне были в то время, значит, в массиве, когда была дана клятва. Оказывается, что нет, жители Иависа Галаадского не прислали свои войска, и таким образом они отсутствовали в то время, когда была дана клятва. А это значит, что из их дочерей можно дать жен оставшимся в живых представителям колена Вениаминова. Но как их добыть? Тут уже применяется сила. Сила, опять же, против своих, обратите внимание. То есть старейшины разрешают собрать военный отряд, который идет войною на жителей Иависа Галаадского. Их всех убивают, вырезают, оставляя в живых только девственниц, девиц, не познавших, сказано, мужского ложа. Но их осталось 400 вот этих девиц. А вениамитян было 600. Значит, 400 жен они достали им, осталось еще взять где-то 200 человек. Значит, решение приходит тоже такое достаточно неожиданное, потому что старейшины вдруг вспоминают, что в Силоме, а это тоже одно из священных мест древнего Израиля, проходят ежегодно религиозные празднества, где девицы водят хороводы. И вот старейшины подговаривают сыновей Вениамина пойти сесть в виноградниках в засаде, и когда эти девицы будут плясать, водить хороводы, каждый бы взял себе ту, которая ему, скажем так, понравится. Так они и поступили. И взяли себе еще в жены 200 девиц. Но в итоге мы понимаем, что это все было сделано посредством силы, насилия, можно сказать, да, посредством какого-то лукавства и хитрости. И это тоже Священный Писатель не одобряет явно. Но, по крайней мере, благодаря этому каким-то чудом Израиль оказался спасенным, потому что колено Вениаминова таким образом могло быть восстановлено. И действительно здесь сказано, что сыны Вениамина, похитив этих девушек, пошли и возвратились в удел свой, построили города и стали жить в них. В то же время израильтяне разошлись оттуда, каждый в колено свое и в племя свое, и пошли оттуда каждый в удел свой. То есть здесь показано в этих предпоследних 2 стихах восстановление хрупкого равновесия в древнем Израиле, да, социального и религиозного равновесия. И подчеркивается, да, еще раз скажем, что Израиль лишь чудом уцелел в это время. Но самая основная, скажем так, мысль, которая завершает не только этот рассказ, но и всю книгу Судей, это мысль, опять же, об отсутствии царя. В те дни не было царя у Израиля. Каждый делал то, что ему казалось справедливым, то есть то, что ему нравилось. Каждый следовал своим каким-то представлениям. И эти свои представления о религии, о поклонении Господу, о нравственной чистоте, о гостеприимстве, именно они здесь и показаны. То есть здесь рассказывается о тех людях, о тех событиях, которые иллюстрируют весь этот хаос, который постиг Израиль в конце периода Судей. И мы понимаем, что с одной стороны Священный Писатель, приводя эти истории, он дает некий урок, да,
как своим современникам, так и будущим поколениям. Но с другой стороны, он подготавливает свою аудиторию для наступления, или, скажем так, лучше сказать, для рассказа о наступлении совершенно новой эпохи в Древнем Израиле. Эпохи монархии, когда от царя ожидают устранения вот этого хаоса, воцарившегося в Израиле, да, и приведения всех дел в израильских коленах в порядок. Вот. Этого ждали от царя, и именно поэтому в еврейском каноне сразу за книгой Судей идет первая книга Самуила, по-нашему первая книга Царств. То есть сразу же рассказывается о пророке Самуиле и о возведении им на царство первого израильского царя Саула, а потом и царя Давида. Но в каноне Септуагинты и в нашем каноне, который ориентируется на Септуагинту, то есть в славянской Библии, в русской синодальной Библии, вслед за книгой Судей идет книга Руфии, которая начинается словами «в те дни, когда управляли судьи», поэтому переводчики Септуагинты поставили книгу Руфь между книгой Судей и книгами Царств. Хотя по логике и хронологии, скажем так, да, конечно, наверное, правильно все-таки продолжить, скажем так, рассказ о появлении царя, вот, появлении долгожданного царя в Израиле. Но об этом мы поговорим в следующий раз, и о книге Руфи, и о книгах царств. А теперь вопрос.